Всем привет! Сегодня я вам расскажу про самый необходимый инструмент на начале старта столярного пути. Речь пойдет про как ручной инструмент, так и электрический. Самый первый инструмент, который нужен столярке, это стол. Это может быть как верстак, так и стол, сделанный из фанеры, но плоскость у него должна быть идеальной. Когда вы будете на нем собирать будущие ваши проекты, они должны быть ровные. Мы будем также строгать, пилить дерево, фрезеровать. Он должен быть массивным, тяжелым и он не должен шататься. Следующий инструмент это струбцины. Нам нужно зажимать нашу заготовку. Про выбор струбцин из бюджетного сегмента я рассказывал в предыдущих своих видео. Также, когда вы будете выбирать струбцины, обратите внимание, что на них должны быть вот такие вот штыри, так как это не позволит струбцине сломаться. Такие струбцины очень долговечные. Также нам понадобятся вот такие вот струбцины, быстро зажимные, которые легким нажатием зажимают заготовку. И стандартные F-образные струбцины. Следующий инструмент это электрорубанок. Мы выбрали нашу доску, мы ставим ее в упор и такими движениями мы делаем плоскость. Электрорубанок, конечно, больше для черновых работ предназначен, но для того, чтобы нам ровно распилить доску, нам, конечно, сначала понадобится электрорубанок. Если у вас позволяет бюджет, можете сразу купить комбинированный станок. Следующий инструмент это погружная пила. Почему я выбрал погружную пилу? Так как она на голову выше, чем простая циркулярка. В простонародье ее еще называют паркетка. Плюсы ее в том, что у нее есть такая направляющая. Вы ставите пилу в эту направляющую и можете раскраивать большие листы фанеры. Очень удобно. Также у нее есть система погружения. Когда мы нажимаем кнопку, она погружается. Из-за того, что присутствует у нее направляющая, есть такая резиновая накладка. Она способствует тому, чтобы не было сколов в фанере и древесине. Весьма советую, конечно, приобрести сначала погружную пилу, пускай даже недорогую. Конечно, это не распиловочный стол, но все же при помощи нее можно тоже много чего добиться. Следующий инструмент это фрезер. На самом старте я, конечно, вам бы посоветовал приобрести такой маленький фрезер. Вы с ним лучше поймете, как работать фрезером. Также он очень удобен в одной руке. Это кромочный фрезер. На него можете ставить приспособы. Как вы видите, здесь подошвы уже нету. Она была благополучно где-то утеряна. Так как на нее я тоже ставил приспособы различного типа, тоже рекомендую в самом начале покупать именно его. Хотя это все-таки не погружной фрезер. Но для понимания лучше выбирать сначала кромочный фрезер. Следующий инструмент это шлифмашина. Этот инструмент весьма необходим, так как мы любим все шлифовать. Хотя есть и другие аналоги, как добиться чистой поверхности, про что я скажу тоже на канале. Но все же, для начала я бы вам советовал покупать, конечно, орбитальную шлифмашину, не ленточную. Вот такого плана, небольшую, тоже
Какой фирмы уже выбирать вам, но шлифмашина тоже необходима солярке. Далее нам также понадобится электродрель, шуруповерт и вот такая вот стойка для дрели. Весьма необходимая вещь, так как нам нужно будет просверлить где-то на месте вертикальное отверстие. Нам нужно будет вставить сюда дрель таким способом. И у нас получается более не менее вертикальное отверстие. Чего, конечно, сверлильный станок не может добиться, если надо где-то на какой-то большой плоскости просверлить. Весьма необходимая вещь. Она комбинируется вместе с электродрелью и шуруповертом. Следующий инструмент — это рубанки. В самом старте нам понадобится только два рубанка. Это классический рубанок такого типа. Это Stanley 4. И да, сразу хочу заметить. Видите, как я поставил рубанок? Это неправильно. Рубанок надо всегда ложить вот так как вы можете сбить режущую кромку, она быстрее затупится, и вам чаще надо будет затачивать лезвие. И также нам понадобится вот такой рубанок кромочный. Здесь у него угол наклона меньше, чем у стандартного рубанка. Также есть много всяких разновидностей рубанков. Рунтубели, шпунтубели, зензубели. Про них я тоже сниму видео. Этот инструмент тоже очень необходим в столярках. Стамески. Стамески бывают двух типов. Это такая стамеска, более чистовая, подрезная, фирмы Баха. Хорошая стамеска, мне очень нравится, хорошо держит кромку. И, конечно же, такие вот стамески, их называют долото. У них более толстое лезвие, и по ним можно бить киянкой. По этим стамескам бить киянкой нежелательно, так как вы просто собьете режущую кромку. Тоже весьма необходимый инструмент. Без него в столярках тоже никуда. Следующий инструмент — это же, конечно, пила. Их есть два типа: европейские и японские. Европейского типа у меня нету, так как я предпочитаю все пилы японские такого характера. Это Ryoba. Это пилы премиум класса. Также их очень много видов. Вот как вы видите, есть Дозуки. Это аналог европейского типа обушковой пилы. У нее здесь жесткий обушок, который не дает лезвию гулять. Также есть такие пилы, азебики они называются. Это для того, чтобы где-то прорезать внутри, например, здесь сделать прорезь. И также вот такие вот пилы, дай бог памяти, она называется Мавашибики. Это для подрезания, будем говорить, шкантов. Как видите, она хорошо гнется. И можно подрезать вот такими движениями, подрезать выпирающие детали.
На самом начале столярного пути, конечно, я бы посоветовал пить более бюджетного варианта. Вот, к примеру, такая вот фирма Parkside, как и вот такая пила. Продают вот такие вот пилы. В любом случае, вы только к ней привыкнете, а к ней надо привыкнуть, так как европейские пилы совсем не так держатся рукой. Пропил делается от себя, японских делается на себя. Для того, чтобы привыкнуть к пиле, я сначала купил вот такую пилу. И сейчас она, конечно, работает у меня в качестве черновой пилы. Купите, она недорогая, вы приучитесь, и потом европейские пилы вам просто не захочется брать в руки. Хотя кто какими пилами пользуется, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что это тоже вечный спор, кому удобны европейские, кому-то японские. Это дело вкуса. И также последним инструментом является киянка. Такая она старенькая уже. Мы на канале будем делать новую киянку, красивую, из дерева. Киянка нужна для того, чтобы где-то подстуковать дерево таким методом, стуковать по стамескам, только по долоту. Для начала можно приобрести, конечно, вот такую киянку в строительном магазине. Стоит она довольно дешево. Металлическим молотком категорически запрещается бить по дереву, так как вы можете его травмировать, ставить вмятины, и это все вам испортит. Впрочем, это весь инструмент, про который я хотел с вами поговорить, который нужен для старта. Самое главное, помните, если представить, что вы делаете правильно, у вас все выйдет. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания.